Да уж, исторический конец недели вышел. Я думаю, вы все прекрасно понимаете, о чем я, но мы поговорим об этом ближе к концу сводки. Все же я военный аналитик, а не политолог какой-то. Мое дело – про боевые действия рассказывать. Итак, что самого важного нам надо знать по части войны за эти последние дни зимы? За прошедшую неделю только 2 группировки российских войск показали какие-либо продвижения по фронту. Подразделения группировки войск «Восток» смогли продвинуться в районе бывшего Временского выступа, захватив поселок Бурлацкое, а также продвинувшись в район сел Привольное и Скудное. Покровское направление находится в зоне ответственности группировки войск «Центр». И вот уже которую неделю подряд какой-либо успех они продемонстрировать не могут. Мало того, что продвижений никаких нет, так еще и ВСУ смогли отбить большую часть поселка Котлино. Это еще больше тормозит усилия российских военных по перерезанию логистики украинских сил в Покровске. В частности, их план заключается в том, чтобы перерезать 2 ключевые трассы. Одна из них идет на поселок Межевая, а вторая – на Павлоград. Трассу на Межевую уже физически перерезали. А вот попытки продвижения в сторону второй трассы, на север от Котлина, как видите, к успеху не приводят. По этому поводу в военно-аналитическом сообществе сейчас царит большая дискуссия о причинах отсутствия продвижения российских сил на Покровском направлении. Кто-то склоняется к версии, что длительные кровопролитные бои на этом участке фронта за период с Авдеевки по нынешний момент привели к истощению группировки «Центр», и что подразделения группировки были отведены в ближние тылы для восполнения потерь. Поэтому на этом направлении нет продвижений. Некоторые склоняются к мысли, что ситуация под Покровском обусловлена успехами украинской армии, сменой украинского командования и подготовленными оборонительными сооружениями. Какой из факторов действительно повлиял, покажет время. В Курской области группировка войск «Север» смогла освободить заметный кусок территории в районе сел Николаева-Дарьина и Свердликова. Интересно, что украинский проект Deep State на своих картах закрасил как серую зону район села Новенькое в Сумской области. Я вам рассказывал про него на предыдущей сводке. Но свидетельств того, что российские военные пересекли границу и дошли до Новенького, мы не видели. Зато есть видеосвидетельство того, что российские военные взяли под свой контроль село Погребки на севере украинского плацдарма в Курской области. Возможно, мы в скором времени увидим важные изменения по Курской области. Южнокорейская разведка сообщила, что Северная Корея перебросила в Курскую область дополнительно от 1 до 3 тысяч солдат. Но это не является причиной, почему я говорю про изменения. Все-таки такое количество солдат – это явно просто восполнение потерь. А вот главная причина возможных изменений описана в статье южнокорейского издания Jun Eng, которая со ссылкой на свои источники, знакомые с ситуацией, сообщает, что в этот раз перебрасывали не просто пехоту, но и технику. В частности, говорят о мотострелковых и инженерных подразделениях, а также подразделениях радиоэлектронной разведки. С декабря прошлого года по нынешний момент корейцы воевали без какой-либо бронетехники. Из вооружения у них было только стрелковое оружие, а в качестве огневой поддержки – минометы. Сама идея внезапно начать перебрасывать еще и технику звучит вполне логично. Повоевали сначала пехотой, получили опыт, теперь надо посмотреть на работу в бою других типов подразделений. Если действительно из Северной Кореи отправили еще и технику, то я думаю, мы еще увидим ее на железнодорожных эшелонах где-то в центральной части России, прежде чем она доберется до Курской области. Почти месяц назад, 7 февраля, Минобороны России заявила о полном захвате города Торецка в Донецкой области. При этом из города продолжают поступать видео, явно свидетельствующие о присутствии украинских военных даже в его центральной части. На видеозаписях мы видим, как российские снаряды бьют по предположительным позициям ВСУ в полуразрушенных домах. Таким образом, Россия все еще не контролирует Торецк полностью. И совсем противоположную ситуацию мы видим из поселка Белогоровка в Луганской области. Еще в начале недели некоторые Z-блогеры заявили, что поселок полностью под контролем России. Другие известные Z-блогеры заявили, что нет, это неправда, бои за поселок еще идут. И также захват населенного пункта отверг и Генштаб ВСУ, заявив, что украинские силы отбили его обратно. Как же стороннему наблюдателю в такой ситуации разобраться, под чьим контролем населенный пункт сейчас? Мы, опять же, смотрим на обстановку на появляющихся видео. В отличие от Торецка, где российским солдатам приходится передвигаться перебежками, где они взрывают позиции в городе, в Белогоровке они разгуливают совершенно спокойно, размахивая флагом. Причем на видео это происходит в разных точках поселка. И вот это для нас говорит об уверенном контроле над населенным пунктом. Кстати, старожилы сводок, если можно так сказать, должны помнить Белогоровку по событиям 22 года. Да, это та самая Белогоровка, в районе которой в мае 22 года российские войска пытались форсировать реку Северский Донец,
что обернулось для них полным провалом и потерей порядка 500 солдат ранеными и убитыми, а также потерей бронетехники на 1-2 батальонно-тактические группы. По состоянию на тот момент это были крупнейшие единовременные потери армии России в боевых сражениях. Позднее, в сентябре 1922 года, армия России побила свой же рекорд по потерям техники, отступая из Харьковской области в результате украинского контрнаступления. Кстати, раз уж мы заговорили о событиях прошлого, о воспоминаниях, я на днях записал видеоролик о том, как в 2021 году наша команда отслеживала перемещение российских войск и подготовку к полномасштабному нападению. Я описал методики, которыми мы пользовались, как перепроверяли информацию, как кооперировались в этой работе с многими международными СМИ. Кстати, мы даже послали журналистов снимать полевые лагеря армии России у границ. Как обменивались информацией с другими исследователями. И как в итоге постепенно пришли к выводу о неминуемости полномасштабного нападения. Вся эта информация снова становится актуальной на фоне разговоров о сделках и соглашениях, а также рисках повторного нападения. Ролик вы можете посмотреть на YouTube-канале CIT. Одна из главных тем недели – это развивающаяся дискуссия по поводу точности российских планирующих авиабомб с комплексом универсального модуля планирования и коррекции авиабомб. Началось все с подачи Z-блогера, известного под никнеймом Fighter Bomber. Он написал, что точность таких бомб упала из-за насыщенности линии фронта глушилками, как с российской стороны фронта, так и украинской, которые при этом влияют не только на беспилотники, но оказывают эффект и на подобные бомбы тоже. Честно говоря, конкретно этот аргумент для меня кажется сомнительным. Во-первых, фронт не то чтобы сплошной стеной глушилок закрыт. Там много дырок, где можно пролететь. Во-вторых, мы по-прежнему часто видим кадры с беспилотников на радиоуправлении с передовой, от обеих сторон. Да, я понимаю, что тут еще есть нюанс с частотами радиосвязи, но тем не менее. И в-третьих, глушилки ведь не бьют своими помехами на километры в высоту. В среднем эффект от глушилок начинает замечаться с высоты примерно 100-150 метров. Это видно, опять же, по кадрам с дронов на радиоуправлении. У них видеокартинка начинает резко портиться примерно в 100 метрах от цели. Плюс я еще говорю из собственного опыта. Нет, я не был на войне. Но когда я жил в России, я много лет выполнял съемки с беспилотника на заказ над разными секретными объектами, которые зачастую охранялись Федеральной службой охраны и были защищены глушилками. Если вы смотрели оскароносный фильм «Навальный», то те кадры съемок с воздуха штаба операции ФСБ по отравлению Алексея выполнены мною по заказу издания «Инсайдер», а уже в последующем кадры попали в репортаж CNN и затем в сам фильм. Так вот, мой опыт тоже говорит о высоте действия средств радиоэлектронной борьбы на уровне примерно 150 метров. Если летишь выше, то эффекта глушилки почти не ощущаешь. При этом планирующие авиабомбы, в отличие от крылатых ракет и беспилотников, не летят низко над землей. Они пускаются с высоты в несколько километров. А высоты в те же 150 метров достигают уже совсем близко от цели. Поэтому я не очень представляю, как в таких условиях глушилки на передовой могут задеть планирующую авиабомбу. Плюс у нас же есть отдельные сводки по обстрелам, в рамках которых мы фиксируем прилеты, в том числе авиабомб, по разным гражданским объектам. Кстати, огромное спасибо всем нашим волонтерам, кто помогает нам с этими сводками. Так вот, по той же Донецкой области мы какого-то снижения частоты прилета авиабомб по городам не заметили. Все так же приходят сообщения об ударах авиабомбами по Константиновке, Покровску и другим населенным пунктам Донецкой области. Но, возможно, у ВСУ появилась какая-то нового типа глушилка, которая работает прицельно именно по таким средствам поражения, как комплексы УМПК. В начале февраля в соцсетях начали появляться сообщения о том, как в Запорожье подавили российскую авиабомбу с помощью некого экспериментального оружия. Позднее это подтвердил представитель воздушных сил Украины Юрий Игнат, уточнив, что это уже не первый такой случай. Потом пару недель была тишина, и вот в конце февраля уже Fighter Bomber заговорил о снижении эффективности авиабомб. Так что вполне возможно, на ОМПК влияют не глушилки, расположенные вдоль фронта, а некое новое экспериментальное оружие, полученное или разработанное ВСУ. Такой ход событий вполне ожидаем. Каждая война – это еще и большой испытательный полигон новых разработок и технологий. И мы не раз видели, как в этой войне начинали испытывать новые технологии. Например, радиолокационные станции, детектирующие российские разведбеспилотники. По части техники и оружия, наверное, стоит еще отметить те пакеты помощи, которые европейские страны пообещали Украине на этой неделе. Правительство Финляндии выделило 660 миллионов евро, на которые будут заключены контракты с различными финскими компаниями на производство и поставку оружия Украине.
Эта схема помощи аналогична американской инициативе содействия украинской безопасности, по которой Украине продолжает сейчас приходить оружие от США. Норвегия собирается выделить порядка 314 миллионов долларов на закупку военной техники для Украины по датской модели. Это когда контракты заключаются с украинскими же производителями оружия, и само произведенное оружие потом также идет Украине. Канада тоже выделит 28 миллионов долларов по датской модели, а также 10,5 миллионов долларов для собственных компаний, которые планируют инвестировать в оборонный сектор Украины. И также Канада передаст 25 боевых машин пехоты ЛАВ-3, что теперь становится особенно важным, потому что Америка среди других союзников Украины выделялась как раз поставками боевых машин пехоты. Я говорю про Брэдли. Еще Канада передаст 4 тренажера для F-16. И также сообщалось, что Канада передаст Украине 5 миллиардов долларов из замороженных российских активов. Но мне кажется, что СМИ тут неверно поняли сообщение. Как я считаю, речь идет о том, что Канада выделит обещанные 5 миллиардов долларов в рамках большого европейского кредита, обеспеченного доходами от замороженных российских активов. Германия передаст Украине в течение этого года 370 тысяч артиллерийских боеприпасов, что на 30 тысяч больше, чем в прошлом году. А Германия и так была в числе рекордсменов среди Европы по объему помощи Украине. Швеция объявила о закупке для Украины систем противовоздушной обороны на 113 миллионов долларов, включая ПЗРК РБС-70 и новейшие самоходные зенитные установки Тридон МК-2, что очень важно для борьбы с российскими шахедами, которые зачастую пускаются количеством по 100-200 штук за раз. Итак, давайте обсудим, что же произошло в последний день зимы этого года. Как началась перепалка на встрече между Зеленским и Трампом? По интернету гуляет 9-минутный видеоотрывок встречи, из-за которого многие посчитали, что вице-президент Джей Ди Венс заранее планировал такую перепалку, потому что он якобы сразу начал нападать на Зеленского с обвинениями. Это не так. Есть полная видеовстреча от самого начала и до конца. Вся встреча длилась 49 минут, а перепалка возникла только в последних 10 минутах. И ссора началась вовсе не с грубого вопроса журналиста Зеленскому по поводу его одежды. Это было на 18-й минуте, то есть за 20 минут до начала ссоры. Кстати, этот вопрос был задан Брайаном Гленном, журналистом издания Real America's Voice. Не удивляйтесь тому, что вы не знаете о таком издании. Это нишевая СМИ, транслирующая правые и ультраправые взгляды, поддерживающие всякие конспирологические теории и так далее. Сам Брайан является бойфрендом конгрессвумен Марджори Грин, известной трампистки. Брайан спросил Зеленского, почему он не в костюме? Ведь он в овальном кабинете, а такой стиль одежды, как у него, многие американцы посчитают за оскорбление. Why don't you wear a suit? You're at the highest. Why don't you wear a suit? You're at the highest level in this country's office, and you refuse to wear a suit. Just want to see if you do you own a suit? Yeah, problems. A lot of Americans have problems with you not Really? respecting I the don't have dignity of this such- office. I will wear a costume after this war will finish. Okay. Yes, maybe one. Maybe something like this. something like Yes, yours. sir. Yes. That'd be great. Maybe something better. I don't know. We will see. Maybe something cheaper than. Yeah. Thank you. Thank you. Ну, я не удивлен, что сотрудник такого издания не знаком с историей собственной страны. Скорее всего, он никогда не видел фотографии визита Уинстона Черчилля в Белый дом в 1942 году. Или визита Шарля де Голля в Белый дом в 1944 году. Как и Зеленский сейчас, Черчилль и де Голль тогда были лидерами своих стран, находящихся в состоянии войны. Это сложившийся историей символический жест. Так, лидер воюющей страны демонстрирует единство со своими военными, находящимися на передовой, и всей страной, пребывающей в состоянии войны. Зеленский здесь не является первопроходцем. Просто в очередной раз представители ультраправого движения и сторонники конспирологии демонстрируют свой низкий уровень образованности. К слову, Трамп поддержал Зеленского, сказав, что ему, наоборот, нравится стиль одежды Зеленского. Так что же стало причиной перепалки? В ходе этой встречи Владимиру Зеленскому пришлось опять слушать про то, как Америка много делает для Украины, намного больше, чем Европа, как Европа дает помощь Украине якобы в долг, а Америка бесплатно. Это неправда, если что. Про то, что между США и Европой есть прекрасный океан, поэтому все это проблема Европы. Пускай Европа обеспечит безопасность Украины. И что особенно важно, про то, что фактически единственной гарантией безопасности Украины в случае сделки будет слово Путина, данное Трампу. Ну, то есть, в ходе встречи журналисты несколько раз допытывались у Трампа. Так что же за гарантия безопасности Америка предоставит Украине? На что он каждый раз отвечал, что «я добьюсь сделки с Путиным, а при мне Путин никогда не нарушал сделок.
не нарушит и в этот раз. И никакого вторжения не повторится. В конце встречи один из журналистов, который родом из Польши, сказал следующее Трампу. Этот журналист и его близкие друзья в Польше все детство росли, несмотря на Америку, не только как на самую богатую, процветающую и красивую страну, но и как на силу добра. А в последнее время они обеспокоены тем, как Трамп слишком солидаризируется с Путиным. И вот что Трамп сказал бы таким жителям Польши? Трамп на это ответил, что он солидаризируется с обеими странами. И вообще, прежде всего, солидаризируется с народом США, а не какой-то из сторон. И что он не может заключать соглашение, если он сначала будет оскорблять Путина, а потом звонить ему и предлагать сделку. Дальше на этот же вопрос решил добавить свой ответ вице-президент Венс, который выдал тираду, что метод Байдена не работал, что Байден 4 года на всех пресс-конференциях только давил на Путина, оскорблял его, не встречался с ним, только подогревал войну. А теперь вот нужно попробовать их метод Трампа, метод дипломатии. И вот уже после этого Зеленский решил сам задать вопрос Джей Ди Венсу. О какой дипломатии он говорит, если Путин много раз нарушал мирные соглашения в предыдущие года до полномасштабного вторжения? И вот от этого вспылил сначала Венс. Ему не понравилось, что Зеленский таким вопросом как будто бы начинает переговоры с США у всех на виду, прямо здесь, в овальном кабинете, на виду у прессы. Он выдал кучу обвинений про то, что у вас проблемы с нехваткой людей в армии, сказал, что он возит иностранных чиновников на пропагандистские туры по Украине, видимо, он так называет туры в ту же Бучу, что Зеленский поддержал Байдена, приехав в прошлом году в Пенсильванию на завод, производящий артиллерийские боеприпасы, что он неблагодарный, ни разу за эту встречу не сказал спасибо и так далее. И тут уже и Зеленский начал эмоционально ему отвечать, от чего вспылил уже и Трамп. И вот эти последние 9 минут вы все и видели. С одной стороны, кто-то скажет, ну понятно, Зеленский сам начал ссору, спровоцировал Венса. Я же на это скажу, что лично я прекрасно понимаю Зеленского. 3 года полномасштабной войны, а до этого еще 8 лет опыта Украины борьбы против агрессии Путина, а также всех предыдущих сделок наподобие Минских соглашений. Плюс опыт Будапештского меморандума, по которому одним из гарантов были Соединенные Штаты. Ничего из этого не защитило Украину. И даже когда началось полномасштабное вторжение, союзники, в том числе Америка, были слишком медлительны с решениями о поставках более серьезных вооружений. И вот, на виду у всего мира, вас толкают в очередные такие Минские соглашения. Да еще и выставляют так, что вы чуть ли не сами во всем виноваты. И еще почему-то недовольны. Не ходите садиться за один стол с тем, кто убивает ваших граждан. Добавьте к этому 3 года постоянной жизни в адском стрессе, нервирующей обстановке, плюс долгий перелет в Америку. А я помню, как я сел поздно ночью записывать свою сводку и параллельно увидел сообщение, что самолет Зеленского приземлился в Вашингтоне. А уже на следующий день и произошла эта встреча. Я вот не на войне. Я из дома изучаю войну и даже по себе тоже вижу, как это влияет на меня, как я порой срываюсь на близких, на коллег. Это все дается очень тяжело. Так что я, честно сказать, восхищаюсь Зеленским, как он держится 3 года в куда более тяжелой обстановке. Мог ли Зеленский сдержаться и понять, что такие комментарии спровоцируют Венса на эмоции и нападки? Да, наверное, мог. Но в первую очередь тут американская сторона должна понимать ситуацию Украины и лично Зеленского, научиться сопереживать и испытывать эмпатию. На фоне этого скандала сейчас поговаривают о полной заморозке военной помощи США. И, естественно, опять журналисты пишут мне, спрашивают, чем это обернется для фронта. Короткий ответ. Фронт из этого не обрушится. Тяжелее всего будет зенитными ракетами для комплексов противовоздушной обороны, реактивными снарядами для «Хаймарсов» и различными бронемашинами. Но как минимум полгода еще Украина точно сможет в прежнем темпе воевать. А вот дальше все зависит от Европы, насколько они усилят свою поддержку. А это нам еще предстоит узнать на следующей неделе. Так что увидимся. Пока.